Всем привет! Вы на канале Вкусно дома и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить очень вкусные и полезные конфеты. Порой в магазине, читая состав конфет, ты ужасаешься. Поэтому почему бы нам дома не приготовить очень полезные сладости? Для этих конфет мы будем использовать орехи и сухофрукты. Как раз на днях мне пришла посылка от компании Royal Forest, где можно приобрести качественные и полезные продукты. Кстати, моим подписчикам предоставляется скидка 20% на всю фирменную продукцию Royal Forest по промокоду «Вкусно дома 20». Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео. И сегодня мы приготовим целых 3 вида разных конфет, а для первых нам понадобятся следующие продукты. 50 граммов грецкого ореха, 50 граммов фиников и 20 граммов кунжута. Граммовка в этом рецепте приблизительная. Главное взять одинаковое количество фиников и грецкого ореха. Но сейчас нам из фиников нужно обязательно удалить косточки. Финики для этого рецепта лучше выбирать не сухие, а мягкие и мясистые. А грецкий орех нужно обжарить в сковороде до золотистого цвета в течение нескольких минут. Также прокалим кунжут до румяности на сухой сковороде. Чтобы он не пригорел, его нужно постоянно помешивать. После обжарки грецкий орех становится очень ароматным. И теперь его нужно измельчить в блендере в довольно мелкую крошку. Финики также нужно измельчить в блендере до состояния однородной массы. В итоге у нас получается вот такая густая клейкая масса. Добавляем к финикам молотый грецкий орех. И тщательно все перемешиваем до однородности. Масса становится не такой липкой, и теперь с ней удобно работать. Приступаем непосредственно к формированию конфеток. Возьмем небольшое количество массы и скатаем шарик. Размер может быть на ваше усмотрение, любым. Теперь аккуратно обваливаем конфету в кунжуте. И наша первая конфетка готова. Вот такая красота у нас получилась, а самое приятное это только начало. Итак, приступаем к приготовлению вторых конфет. Нам понадобится 50 граммов кешью, 50 граммов чернослива, 50 граммов кураги и 40 граммов изюма. И начнем мы с подготовки кешью. Их нужно просушить в сухой сковороде до легкой румяности буквально несколько минут. Кешью очень быстро подгорают, поэтому их нужно постоянно помешивать. Орехи нужно остудить и измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Дальше курагу, чернослив и изюм нужно также измельчить в блендере, но чтобы это было удобнее сделать, курагу и чернослив порежем на мелкие кусочки. Конечно, очень важно выбрать хорошие сухофрукты с мягкой мякотью, и их перед употреблением обязательно нужно хорошо промыть. Но если у вас немного жесткие сухофрукты, залейте их кипятком, дайте настояться минут 15, и они станут мягче. И теперь в блендере курагу, чернослив и изюм доводим до однородного состояния. Эта масса получается довольно густая и липкая. Поэтому, чтобы с ней удобнее было работать, руки можно слегка смачивать водой. Итак, также скатываем шарики нужного вам размера и обваливаем их в размолотом кешью. Ну вот и вторые наши конфеты готовы. Они не такие сладкие, как первые. За счет кураги там есть небольшая кислинка, но вот аромат от молотого обжаренного кешью просто невероятный. Но мы приступаем к приготовлению третьих конфет, и для них нам понадобятся следующие ингредиенты. 40 граммов кокосовой стружки, 40 граммов арахиса, 40 граммов фиников и 40 граммов кураги. Так же, как и для предыдущих конфет, из фиников нужно удалить косточку, а арахис обжарить на сухой сковороде до румяного цвета. Технология приготовления этих конфет во всех трех случаях одинакова, но из-за сочетания совершенно разных ингредиентов эти конфеты имеют разный вкус. Когда арахис остынет, его нужно освободить от шелухи и размельчить в блендере так же, как и в предыдущих случаях, до мелкой крошки. Дальше измельченную курагу и финики без косточки измельчаем в блендере до однородной массы.
массу соединяем с арахисом и хорошо промешиваем. И снова из получившейся массы скатываем шарики и обваливаем их в кокосовой стружке. Ну вот и третьи наши конфеты готовы, и потрясающий аромат кокосовой стружки не дает мне определиться, какие же из 3 конфет мне нравятся больше. Честно, мне нравятся все. Напишите мне в комментариях, а какой вариант понравился больше вам. Такие конфеты можно смело отнести к правильному питанию, ведь они содержат большое количество витаминов и минералов, они очень полезны, но объедаться ими все же тоже не стоит. Они достаточно калорийны, и хватит 1-2 штучек, чтобы сбить охотку по сладкому и в то же время без вреда для фигуры использовать для здоровья. И еще раз хочу сказать спасибо компании Royal Forest за предоставленные продукты. Кстати, у них есть свой канал на YouTube, ссылочку я оставлю в описании. Надеюсь, вам понравилась идея приготовления таких необычных, но очень полезных и очень вкусных конфет. Ну а у меня на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, тогда вы точно не пропустите мои новые рецепты. Заходите ко мне в группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Приятного вам чаепития, пока!